Вы знаете, что вода хранит информацию. И поскольку человек на 70% состоит из воды, то вода под влиянием слов может модифицировать свои кристаллы. Слова, которые произносит человек или которые он слышит, играют огромные значения и влияют на наше состояние и на наши вибрации. Исследования, которые проводил японский ученый доктор Масару Эмото, стали известными, благодаря которым он показал, что вода действительно может записывать вибрации, которые мы передаем с помощью слов, и хранить их в форме кристаллов. Он проводил такие опыты, записывая на бумагу какие-то слова, например, «спасибо», «красивый», «ангел», и негативные, как «дурак», «грязный», «дьявол», чтобы увидеть, как вода реагирует на эти слова. И после этого он показывал эту бумажку воде. Вода реагировала не просто на слова, а на вибрации, которые идут от этого слова, на его значение. И после этого в специальных условиях вода формировала кристаллы. И далее в микроскоп можно было посмотреть, какие образуются кристаллы воды под воздействием этих слов. То есть вода реагирует на вибрации слова. Такие же эксперименты проводили, произнося вслух слова или показывая воде картинки. Таким образом, во всех этих условиях вода реагировала на вибрации. Если мы не видим эти вибрации, то эти эксперименты показывают непосредственно, как вода может воспринимать эту информацию, вибрацию и хранить ее в виде кристаллов. Наше тело на 70% состоит из воды. Поэтому от того, какие слова мы произносим, как мы их произносим, с какими эмоциями. Потому что слова, эмоции – это все вибрации, это все энергия. И это все будет влиять на наше состояние, на наше тело, на наши клетки, на нашу ДНК. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы, например, со здоровьем, задумайтесь, а какие слова вы произносите, какие у вас мысли, какие у вас эмоции, потому что это все влияет на ваше здоровье и самочувствие, а также на другие сферы жизни, финансовое благополучие, отношения и так далее. Подумайте, начните следить за собой, будьте осознанными. Можете даже записывать, вести дневник. Это поможет вам очень хорошо проследить свои состояния, потому что мы можем быстро это забывать. Если вы будете в течение дня, через каждый определенный промежуток времени останавливаться и спрашивать себя, что я сейчас чувствую, какие у меня мысли, и делать какие-то записи в дневник, то постепенно вы действительно сможете проследить, какие у вас состояния, эмоции, какие у вас мысли, которые возникают на автомате, неосознанно. И вы научитесь контролировать эти мысли, эти эмоции, эти слова. Многие люди часто используют какие-то негативные выражения, например, «у меня нет денег», «я не могу себе это позволить» и так далее. Возможно, эти слова вы слышали в детстве от родителей или от родственников. И вот эти слова и фразы становятся установками на финансы, на отношения и другие сферы жизни. Поэтому начните следить за собой. Какие у вас установки, какие слова вы произносите, какие эмоции у вас возникают, какие у вас мысли в течение дня. Начните работу над собой, чтобы проработать все эти негативные установки, которые возникают на автомате
совершенно неосознанно. Мы начинаем что-то говорить про себя, и этот внутренний диалог или монолог постоянно идет, без остановки. Научитесь следить за этим внутренним диалогом или монологом и его останавливать и переключать, как пульт управления, переключать на что-то нейтральное или позитивное. Научитесь осознавать свои состояния и начните их контролировать. Тогда вы действительно сможете создать новую реальность.